Привет, друзья и подписчики, и коллеги. Сегодня приехали мы в это место, на вот этот наш объект, который мы строили до этого, прошлой осенью. Многие уже видели это видео, как мы делали. Кто не видел, оставлю внизу ссылочку. И такой вот двухэтажный коттеджик. И здесь мы не доделали трубу, так как уже наступили морозы. И случились тут еще такие обстоятельства, то что крыша должно было вот это все сверху подшиваться. Но теперь придется, немножко тут крыша изменилась, уклон, и придется нам докладывать 4 ряда облицовочного кирпича по кругу, чтобы потом нормально смотрелась крыша, чтобы не было стрёмная. И вот такой домик, такая верандочка. Вот здесь мы не доложили тоже столбики. Будем докладывать столбики. Под крышу нужно нам прогнать 4 ряда и сделать перегородки. Здесь цемент, мешалка. Первый этаж. Вот в этом месте идет труба с вентканалами. И как-то нужно будет потом трубу облицевать. Трубу-то сделали только рядовым кирпичом. Там уже все зашили. Сейчас я залезу и покажу вам. Вот она, крыша. Вот труба. Здесь вот кирпич облицовочный оставлен на трубу. Ну, не знаю, как тут. Либо тут раскрывать крышу будут. Такие вот дела, блин. Ёлки-палки. Ну, перегородок здесь, я думаю, будет немного. Возможно, вот здесь одна будет разделять эти две комнаты. Здесь вот 2 входа, 2 двери и 2 такие комнатушки. Вон пацаны тоже там смотрят. Решают, как мы тут будем делать. А как ты турбу на крышу поставишь? Не знаю. Оттуда и плавно. Пока я не знаю. Короче, у нас тут проблемки, да? И здесь вот одни туры. Как по ним класть, пока еще не знаем. Будем думать. А здесь у заказчика такой мангальчик. Коптильня. Такой пловчик он тут делал. Плохо не осталось? Нет, не осталось. Там замочил он водичкой. И вот такой дом. Большой двухэтажный коттедж с гаражом. Ну, кое-где побелели стеночки. Небольшие такие высолы. Но весной они были сильнее, уже сходят эти высолы. Ну, мы строили осенью, лили дожди. Без остановки лили дожди просто 2 недели. Неделю мы даже сюда не могли заехать. Ну и сейчас вот такая грязь. Не проедешь сюда. Если какой-нибудь материал привезти, то техника не проедет. Вот смотрите, идет дорога.
Сейчас тоже недавно прошли дождики. И кругом поля. Поднялся я наверх, и вот эта труба. Вот здесь идет уже разложена облицовочная кладка. И вот так будет обкладываться эта труба. И сейчас будем пробовать. Может быть, достанем отсюда, проложить эти 4 ряда, чтобы не с туров закладывать. А сейчас я попробую, вот пролезу сюда к стеночке, и если вот отсюда заложить, то вот так можно, в принципе, полулежа. И проще будет отсюда, так как вот здесь уже идет крыша, веранда, и туру сюда уже не протянешь. И вот сюда на угол. Самое сложное к углу долезть. Завести можно угол и попытаться сверху. Но я думаю, скорее всего, и будем здесь сверху класть. Конечно, очень сложно. Сейчас я покажу, как я тут лезу. Вот так вот лежа. Просто пластом, ребята. Просто мы могли спокойно эту облицовку сделать, когда не было крыши. Но вроде ребята сказали, что все, хватит, это все закроется, но теперь не закрылось. Будем ползать здесь. Так что вот такие у нас дела, парни. Поймаешь, Ром? Поймаю. Ром. Отлично. Блядь. Ну а там будет видно, я так понимаю. Сверху везде торчат гвозди и саморезы. И вот так кладем мы кирпичики в таком положении. И вот стеночка. Даже, наверное, тут не видно, не развернусь я. Такая экстремальная кладка. И все ребята вот так кладут. Сейчас попробую. Вот там. Дальше вот там Эдик кладет. Такая акробатика. Покажу вам все тягости каменщиков. Такое бывает, конечно, редко, но бывает. А вот Александр самый старший. Как вам тут работается? Прелестно. Удобнее места не было. Сломалась мешалка, каменщики не хотят помогать чинить ее. Что сказать? Ну, вообще-то мы только что спустились из-под крыши. Сейчас починим, посмотрим. Солнышко, да, пригревать начало, а то мы там замерзли, сквозняки. И вот до обеда проложили. Почти проложили эти 4 ряда. Только там в углу не достали, потому что там никак не подлезть. И будем ставить вот эти леса туда, из лесов докладывать. И там вот отсюда, наверное, не видно. Свежая кладка. И выглядит лучше, чем наша старая кладка.
Вот так выглядит старая кладка. И осталось еще вот эту сторону нам проложить. Но это, ребята, я вам скажу, очень тяжело так лазить. Я еще, можно сказать, молодой, а там есть дядя Саша у нас постарше. Ему, наверное, тяжеловато уже лазить. И сейчас идем на обед. Вот ребята уже за столом обедают. На природе, на улице. Чуть нагибнуло, наверное, конденсатор. А конденсатор что делает? Выравнивает ток, запускает. Да. Не везет нам с мешалками. Точно так 3 надо? И так промеж собой замыкал. А может и конденсатор так. нахуй сгорел, блядь? Да он был сдулся, нет? Там, с той стороны. Нормально. И не получилось починить мешалку. Пробовали подключить напрямую. И не работает. Возможно, что-то сгорело. И ребята поехали. Сейчас привезут миксер. Будем мешать миксером раствор. А вот эти блоки тут стоят. Нам придется заносить внутрь вручную. Такие блоки на 15 на 60 и на 30 или на 25 на 25, и будем заносить и класть перегородочки. И вот Ромик привез миксер свой, чтобы руками нам не мешать, и будет замешивать. Поставили такие туры. Из вот этих лесов будем класть дальше стену. Попробую, полезу наверх. Ну да. Высоковато. 2 этажа. Так. И вершина. А что, мы будем пристегиваться? Или так? Но вверху тут шатается. И на такой высоте мы сейчас работаем. 2 этажа прямо под крышей. По веревке подаем раствор и закладываем вот этот угол, который мы не достали изнутри. Тут просто все досками зашито, никак не подлезешь. А вон там на том углу Сашка работает. И сверху тут все видно хорошо. Вот тут натарили кирпичик изнутри сюда. И сейчас быстренько проложим. Все, доложили здесь стеночку быстренько. И сейчас переезжаем дальше.
Вот сюда, за угол. Будем там закладывать. И отработали сегодня целый день. Проложили 4 ряда кирпича по кругу. И затарили еще вот на трубу туда на завтра материал. Можно будет выкладывать уже трубу. Вышли на крышу. И завтра с утра будем затащим блоки внутрь на второй этаж всеми. И начнем, будем дальше работать. Но самое сложное мы сделали. Так как лазили там под этой крышей по-пластунски и замучились там лазить. А завтра уже будет полегче. Осталась фигня. Чарлик. Чарлик, А вот и С больничного и вышел. пес на больничном был. Чарлик. Смотрите, Лапами заслева. пострадавший наш На одной прыгать-то, блядь. с гипсом попал в аварию. А нахуя ты? Попал в аварию наш пес, сбила машина. И теперь вот так хромает. Пропустил 2 недели на работе. И сегодня вышел. Будет нам опять помогать. На легкий труд сегодня его поставим. Эх. Давай, ты хочешь на 4 ногах, не понтуйся. И новое доброе утро. Смотрите, ребята, какой сегодня денек солнечный. И сейчас я вот здесь нахожусь на крыше гаража. Залезу сейчас на крышу дома, где мы сегодня будем обкладывать трубу. Кто-то будет на трубе, 2 человека. Вот эта труба. Вчера затарили вот кирпичик облицовочный. Из-под крыши сюда подали. Там в щель. И будет труба обкладываться этим кирпичом. А вот такая здесь крыша. Тут кровельщики работают и делают. Уже много покрыли, большой участок. Ну, в крыше я не разбираюсь. Ничего вам говорить не буду. Такие вот гвоздики алюминиевые специальные, которые не ржавеют. И сегодня уже будет погода потеплее, чем вчера. А мы будем, часть будет строить перегородки, часть будет, ребят, вот на трубе. И кто-то будет доделывать столбики. И вот такая здесь местность. Но скоро тут все позастроят. В ближайшие годы, я думаю. Уже делают вон много фундаментов, много домов новых строится. И вон там тоже есть какой-то фундамент, кто-то делает, будка стоит. Так что скоро будет. Вон там тоже уже материал завезли в поле. И вот тут сделаны деревянные ступеньки временные. И смотрю, вот ступенька разболталась прям. Даже 2 ступеньки. Это поменьше. Надо будет сейчас подбить гвоздики, вот здесь забить. А иначе будем сейчас носить газосиликатный блок и можем улететь с этим блоком, с этой ступенькой. Здесь вот рядом идет следующий участок. И уже заготовлен материал, куплен газосиликатные блоки и кирпичик. И фундамент. Подняли цоколь. Тоже вот поднимали красным кирпичом.
что-то. Выровнен 0, все готово. И, видимо, уже в этом году будут строиться. Тут подвал, по-моему. Выкопана такая яма под подвал. Гараж, смотровая яма. Ну, вот такой вот будет домик. И вот здесь такой домик строили наши коллеги, наши знакомые каменщики. И тоже вот кое-где есть высолы появились. И уже успели, покрыли крышу, ставили окна. И внутри начали делать, видимо, отделку. И дальше там домики. Так что уже застраивается здесь постепенно поле. А вон там уже такие дома уже давно люди живут. Уже идет ближе к городу. И с утра у нас вот такая разминочка. Натаскали газосиликатные блоки. И сейчас перекур. И закончили перегородку. Сделали ее быстренько. За 3 часа примерно сделали перегородку. И вот такие блоки 15 сантиметров толщиной на 60 и 25 высотой идут. Самые такие нормальные для перегородки. И не толстые, и не совсем тонкие. Самые ходовые такие блоки.
И ими легко класть. Вот под клей быстро сделали. А вот они, ребята, на крыше делают трубу. Вдвоем. Егор и Сашка. Привет. А Сашка здесь на столбиках кладет столбики. И вот так и работаем мы. Подверх пилить тебе, да? И заканчиваем мы уже этот объект. Все доделали. Столбики, перегородки и обложили 4 ряда кирпичом. И показали вам, какие могут быть препятствия у каменщиков, какие есть сложности. То есть не всегда объекты бывают легкие, где-то всегда остаются недоделки, где-то надо что-то подложить, переделать бывает. И вот пришлось нам вот так ползать на коленях под крышей. Но это еще нам повезло, что мы смогли туда с крыши доложить. А если бы ложили с внешней стороны, отсюда, с лесов, то вообще бы очень долго бы мы эти 4 ряда по кругу прокладывали. Ну и там, где вот гараж, уже крыша, то есть мы бы леса туда не поставили. И сейчас вам покажу внутри, какие там перегородки, что мы сделали и что получилось. Вот здесь 2-й этаж. Я поднялся, пока временная лестница. И здесь находятся комнаты. 4 комнаты. Такое большое окошко. В каждой комнате большие окна. Вот они. А здесь ванна, санузел. Вот оставлен вент-канал. И такие же вот комнаты на эту сторону. Тоже большие окошечки, такие панорамные, практически от пола идут. Это вот 2-й этаж. Здесь чердак, еще будет утепляться крыша. Наверху кровельщики кладут мягкую кровлю. Трубу мы доделали. И на 1-м этаже, сейчас пока, вот перегородка здесь, на 2-м мы делали, здесь глухая такая перегородочка. И на 1-м этаже еще пару перегородок. Это вот лестница идет. Тут такое тоже окошечко. Будет освещать лестницу. В зиму дом был закрыт такими баннерами, чтобы сюда не наметал ни снег, чтобы теплее было. Все окна были закрыты баннерами. И вот 1-й этаж. Здесь будет кухня.
скорее всего, с гостиной. Вот они, вент-каналы. И кухня вот с выходом на веранду. Вот такая веранда. И также там выход в гараж есть. Дверной проем в гараж. И два больших окошка. Такие витражи. Огромные окна. И вот здесь, не знаю, что тут будет. Котельная, тоже вот вент-каналы. Скорее всего, котельная. Или туалет тоже с ванной. И вот еще одна комната. Такая комнатка тоже. Вот и все. Вот и весь дом. Такой вот огромный. Здесь навес будет над входом, такой крылечко. И гараж. Огромный гараж на 2 машины. С выходом на заднюю сторону. И вот такой. Много кирпича побелело. И швы побелели, и кирпич. Но строили осенью. И такие ливни, лили дожди просто. Караул. Все стены мокрые. Такие ручьи прям стекало со стен. Поэтому лучше вот строиться весной, летом. А то пока вот поставили крышу, все стены насквозь. По плитам также в плиты натекло. И заказчик в плитах делал отверстия. И по сейчас даже капает вода, стекает с плит. И, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий. Всем пока, до новых встреч.